Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре MIDI-контроллер PreSonus Atom. Это компактный многофункциональный MIDI-контроллер с интеграцией с различными DAW. Хочу сразу отметить, что компания PreSonus также выпускает DAW под названием Studio One. И данный MIDI-контроллер имеет идеальную интеграцию с этой программой. Но он может также работать и в паре с другими топовыми DAW, например, Ableton, на примере чего мы сегодня как раз и рассмотрим функционал этого MIDI-контроллера. Начнем с нижнего правого угла, где у нас находится транспортная панель. Это, соответственно, кнопки Stop, Play, Record и клик. При помощи клика мы можем включить и выключить метроном. Собственно говоря, сами эти кнопки дальнейшего объяснения не требуют. Давайте вот нажмем Play и нажмем Stop. То есть они делают конкретно то, что мы от них ожидаем. Когда мы нажимаем кнопку Down, то вот этот вот синенький прямоугольничек, который группирует наш проект по 4 дорожки по горизонтали и по 4 строчки по вертикали, перемещается, соответственно, вверх-вниз. Если мы нажимаем Left-Right, то он перемещается вправо-влево. Когда мы нажимаем кнопку Zoom, у нас вот высвечиваются вот эти 4 пэда, и они представляют собой как раз вот эти вот большие группы по 4 дорожки и 4 строки. И мы можем перемещаться так вот более глобально по нашему проекту. И здесь же у нас находится кнопка Select. Нажимаем ее, мы входим в режим выбора. При помощи вот второго ряда белых пэдов мы можем выбирать наши дорожки. При помощи самого нижнего ряда мы можем останавливать наши клипы. Можем мьютировать и размьютировать при помощи второго ряда, и при помощи первого ряда мы можем армировать на запись каждый трек. Причем можно делать как отдельно каждый трек, так и сразу несколько треков, хоть все. Перейдем к левой стороне нашего контроллера, и здесь вот в левом нижнем углу у нас есть секция Mode, в которой 2 кнопки. Верхняя кнопка у нас включает режим запуска клипов. Все очень просто. Вот эти вот пэды, они у нас представляют наши клипы в проекте. И причем цвет каждого из пэдов соответствует цвету дорожки. Вы можете это сравнить. И тыкая на соответствующий пэд, мы можем запускать клипы. Давайте сейчас попробуем сделать какой-то небольшой перформанс, связанный с запуском и остановкой различных клипов. Таким вот образом вы можете делать весьма интересные перформансы, подготовив в проекте различные клипы. Также у нас на нашем MIDI-контроллере есть 4 энкодера, каждый из которых соответствует определенной дорожке, и по умолчанию они регулируют громкость этой дорожки. Но вы можете замапить его на регулировку любого параметра. Баланс, сенд-эффект и так далее. Дальше у нас есть кнопка Shift, и она переключает между вторичными функциями. Многие кнопки на MIDI-контроллере имеют по 2 функции. Но лучше всего это, конечно, проявляется при спаривании этого MIDI-контроллера со Studio One. В Ableton он немножечко работает, скажем так, в урезанной версии, поскольку это не его родная программа. Когда мы нажимаем кнопку Shift, мы переходим в режим сцен. И мы можем в этом режиме запускать целые сцены. Для тех, кто не знает, в Ableton у нас есть такое понятие, как сцены. Это строчка клипов. То есть вот я запускаю сейчас самую первую свою сцену.
Это очень удобно для создания аранжировок. То есть, например, у вас одна сцена — это куплет композиции, вторая сцена — припев, третья сцена — бридж, и вы можете между ними переключаться. Естественно, этот MIDI-контроллер при помощи вот этих вот 16 пэдов можно использовать и как музыкальный инструмент. Для этого мы нажимаем вот эту вот кнопку и переходим непосредственно в режим перформанса. Теперь наши пэды, они представляют звуки нашей драм-машины, поскольку вот в режиме Select я выбрал первый трек, который является драм-машина. Соответственно, мы можем играть вживую. При помощи кнопок Up-Down мы можем переключаться между банками. Здесь в Ableton у нас в драм-машине может быть несколько банков, более, по-моему, 64 звуков. В данном случае у нас 16. Мы можем идти вверх, вниз, листать между банками, но здесь всего только 16 в конкретном проекте. Вот. Например, включаем клик, запускаем нашу пустую сцену, переходим опять в этот режим и играем. Если мы выберем другой тип трека, например, трек номер 3, для этого надо его армировать на запись, возвращаемся в наш режим перформанса, и мы видим уже клавиатуру с нотами. Белые, точнее желтоватые пэды представляют собой обычные наши белые клавиши на фоно, а синенькие пэды — это черные клавиши на фоно. То есть вот до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Между октавами мы также можем переключаться при помощи кнопок Up-Down. И можем спокойно играть различные мелодии. Ну и, естественно, даже аккорды. Также все это можно в реальном времени записывать. Давайте попробуем что-нибудь записать. Для этого выбираем сначала барабанный трек. Включаем, нажимаем кнопку «Рекорд», клик у нас включен, пустая сцена у нас выбрана. И поехали. Сейчас у нас будет один такт преролла. И давайте послушаем. Я не самый лучший фингер-драмер, но вы поняли смысл. Да, и очень важный момент, хочется отметить, что все эти пэды, они velocity чувствительные. То есть можно играть и тихо, и громко, и передавать таким образом динамику. Также у нас в секции «Инструмент» есть несколько кнопок, которые предоставляют нам быстрый доступ к параметрам. Ну, например, «Show Hide» нам либо открывает, либо закрывает наши VST-плагины, наши VST-девайсы. Также кнопка «Preset Focus» переключает Ableton между двумя режимами работы. Это между клипами и между аранжировочным окном. Третья кнопка особо ничего не делает. И вот на самом деле вот эти 4 верхние кнопки тоже не задействованы, поскольку, как я сказал, Ableton не является родной программой для этого MIDI-контроллера. Со Studio One они прекрасно ладят, прекрасно дружат, и эти кнопки имеют свой функционал. Но фишка в том, что любой MIDI-контроллер, в том числе и этот, можно перемапить, переназначить функционал всех кнопок по своему усмотрению. То есть даже если эти кнопки по умолчанию у нас ничего не делают в Ableton, вы заходите в настройки и назначаете эти кнопки на те функции, которые вам удобны. Вы можете все что угодно сделать, любой функционал. Из плюсов этого MIDI-контроллера хочется отметить его суперкомпактные размеры. Бросил в рюкзак, и по сути у вас всегда в доступе настоящая хорошая рабочая станция. Функционал у него очень гибкий,
Даже из коробки с Ableton он прекрасно дружит, несмотря на то, что есть, ну, некоторые, может быть, недоработки, но, как я же сказал, вы можете сами переназначить любые кнопки и сделать так, чтобы он гораздо еще более тонко и ювелирно отвечал вашим конкретно индивидуальным задачам. Velocity чувствительные пэды, они действительно очень чувствительные, и также их размер на самом деле достаточно большой, больше, чем на многих аналогичных MIDI-контроллерах. И играть на них удобно, мимо них не промахиваешься. Качество материалов, несмотря на то, что он пластмассовый, но тем не менее чувствуется он в руках как весьма надежный и крепкий прибор, который, я думаю, что прослужит достаточно долго. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч, увидимся! Начнем обзор с нижнего правого угла, где у нас находится транспортная контроль. Вот эти 4 кнопки у нас отвечают... Транспортная панель. Транспортная панель? Транспортная контроль, давай. Контроль. Давай. И теперь мы включаем. И как бы у нас а-ля типа микс, да? Да.